Ну, как говорится, за ВДВ. Не знаю, к чему сказал, но всем приятного просмотра. Совсем недавно открыл для себя этот канал, и он зарекомендовался очень хорошо. Очень добрые слова мне ребята тоже передали, сказали. Спасибо, мои друзья, и рад знакомству с вами. Кстати, если в тире там что-то снимать будете, вы это цинканите, я бы, вы знаете, с радостью хотел посмотреть. Вообще вот научиться стрелять, вы знаешь, всю жизнь мечтал, всю жизнь хочу. Очень бы хотел, так что жду приглашений. Мало ли, может, пригласите куда-нибудь. Бронежилеты ЦСН ФСБ. Ну что ж, ссылочку я, как всегда, на ребята оставлю. Опа! Шо? Колокольчик? Сняли, да? Сняли? Глагольчик, ну-ка. Эть! Вот видишь, что YouTube делает? Видите? Вот. Безобразие. Смотреть противно. Обязательно проверьте колокол и подписку. Да, на меня тоже подпишитесь, не забудьте. Уже, между прочим, только что 1 000 000 был, уже плюс 50 000 подписчиков. Молодцы. Лайк досрочно и... поехали. Поехали. Нам удалось сделать невозможное. Мы достали бронежилеты, которых еще никогда не показывали на ютубе. Прямо сейчас, смотрите, обзор на бронежилеты ФСБ. Че, совсем дурак, что? Они же страйкбольные. Че, правда? А че вы меня тогда задержали? Ну ладно. А наручники? Вот мне друг Леха служил когда. Он мне, знаете, что рассказывал? Якобы существует несколько классов бронежилетов. Представляете? Сколько всего классов бронежилетов? Вот останови видео, напиши в комментариях. Сколько? Вот сколько ты знаешь? Первое это от холодного оружия, правильно? Правильно. Второе от чего? Не знаешь. Вот иди и смотри. Смотри видеоролик, сейчас тебе все расскажут. Молодцы, многие знают, кстати. И не только. Это не кликбейт. И сегодня мы действительно вам покажем такие штуки в одном ролике, которые еще не показывали до нас. Преимущественно это будет критика. Мало смысла зацикливаться на позитивных сторонах того, что в ближайшее время уже не будет стоять на вооружении, скорее всего, потому что постоянно идет прогресс. А вот проанализировать ошибки, допущенные в процессе конструирования, какие-то неудобные моменты, выявленные в процессе эксплуатации, это куда полезнее и важнее будет, чтобы в будущем не наступить на те же грабли. Ну и как обычно, откуда же у нас настоящие бронежилеты? Все это в реплике Страйкбол и так далее. Начнем, пожалуй, с самого узнаваемого бронежилета Ford Defender. Это скрытник, синяя версия. А точнее, если быть честным, это его реплика. Внутри у него не одна монолитная плитка, а 4 вот таких вот плитки. 2 спереди, 2 сзади. Они располагаются вот так, внахлёст. Это стальная плита с небольшим антирикошетным слоем, приклеенным снаружи, запечатанная в такой цивильный пакетик. Роль же амортизационного подпора играет, во-первых, достаточно толстый слой кевлара, во-вторых, наверное, в какой-то роли потоотводящая штучка, которая лепится вместо кап спереди. Но это зависит от версии дефика, потому что Defender'ов я только припомню штуки вроде 4 модификации. И это только те, которые я видел. Как надену я рубашечку стальную. Вообще Defender — это визитная карточка спецназа ФСБ наравне с Алтыном, К-6-3. Сразу такой узнаваемый, красивый образ. Это вот лично мой дефик. Для меня, хоть это и штурмовой броник, но он больше как что-то между скрытником и обычным бронежилетом. Его преимущество в том, что он легко надевается, и на самом деле он такой относительно эргономичный. Внутри у нас вот такие вот подушечки, амортизаторы, но сзади. То есть, получается, это вовсе и не амортизатор. Тут идеология была, чтобы воздух в спине циркулировал и все не прело. Кевлар здесь чуть-чуть поплотнее, чем в армейских брониках, но не сказать, что прям совсем матерость. Матерость здесь только там, где у нас противопульная защита. Там действительно... Кто там третью броньку в пабге залутал? На такой плотный кевлар. Вот такие внутри противосколочные пакеты. Здесь, наверное, также и демпфер встроенный есть, пенка. Да, я нащупал ее. Ну и плюс, там, где бронеплиты, идет уже усиленный кевларчик. По бокам он такой же, как на напашнике. Здесь он раза в 4 толще. Поэтому компания Ford и посчитала, наверное, что с таким толстым противоосколочным пакетом амортизаторы уже и не понадобятся. Но действительно такой плотненький. Даже согнуть, на самом деле, сложновато. Там, наверное, внутри что-то еще есть. Я не буду вскрывать, потому что это мой броник, и мне его жалко. Я могу максимум, что сделать, это пальнуть по нему. Кстати, по нему уже много
стреляли, и не раз. Бронеплиты вынимаются у нас таким образом. Вот видите, она стрелянная, причем чем именно я не могу сказать, потому что здесь и 5,45, и 9/19 и так далее. Вот это травмат, кстати, вмятины оставил. Они так располагаются чуть-чуть внахлёст. Скрытник отличается от жилета наружного ношения цветом. Он синий. У него также здесь нет крепежки воротника и напашника. Но несмотря на то, что он синий и предрасполагается ношение под одеждой, его носили и снаружи, и разгрузку на него накидывали. Участвовал он в различных операциях. Defender мне нравится. Defender 2, Defender скрытник, потому что достаточно культовый броник, засветился на многих фотках. И сейчас у многих регионалов он встречается. Defender — это относительно удобный броник. Почему относительно? Да потому что спустя минут 15 уже после начала носки, не говоря уже о часе-полтора, чувствуется, что он в плечах, вот лично у меня, как-то не так сидит. Если плечи подгонять, это особо не поможет на самом деле. То есть талию он хорошо обхватывает, а сверху уже как-то ерзать начинает. Спина пытается как-то все это скомпенсировать постоянно. И нет-нет, какие-то там мышцы. Обычные мышцы кора там находятся в перенапряжении. Я-то гражданский стрелок, я его просто так надеваю, пострелять там по выходным, а каждый день в нем работать, ну... На смену Defender'ам и редутам в центр спецназначения ФСБ пришли гладиаторы. Почему я сказал гладиаторы? Потому что они были разными. Отличались как и конструктивно, так и комплектацией. Например, вот эта модель А, это В, его здесь нет в этой комнате сегодня, и это С. Гладиатор А шел с металлическими плитами, а В и С шел с керамикой. У С был в комплекте еще пояс. Эти броники отличаются большой площадью противоосколочной защиты, ведь, как известно, большая часть потерь в бою не от пуль, а от осколочных ранений. И поэтому гладиаторы выглядят действительно вот так вот массивно. Смотрите, у него есть и напашник спереди, и напашник сзади. Огромные наплечники, шея, защита боков. Но у гладиатора не было чехлов для скрытого ношения, поэтому параллельно с гладиаторами также использовались и дефендеры. Из них вынимался кевлар, оставлялись только плитки и получался неплохой скрытник. Или бронежилет для оперативной работы, быстрого взлетания куда-то, задержания преступников. Если визитной карточкой дефика была форма плиток узнаваемая, то визитная карточка гладиатора даже для обывателя, мне кажется, это был всегда напашник. Многие читатели интересуются, а для чего же здесь такой формы напашник? Программа «Познавая мир» отвечает: да, честно говоря, хуй, блядь, его знает. На фотках выглядит гладиатор классно, матеро. На деле берешь его, в обморок упал. На ощупь кевлар какой-то, ну, не внушающий доверия. Слышно полиэтиленовый пакетик. Это ведь не просто так слышно. Здесь действительно бронеэлемент кевлар, но поскольку при намокании он теряет свои свойства, все это дело запаковано в реально полиэтилен. Чтобы посмотреть, что там внутри, придется снимать этот тканевый чехол. Арамид, полиэтиленовый пакет. Все бы ничего, но при активной эксплуатации у ряда пользователей, то есть у многих, этот пакет просто-напросто трескался, изнашивался. Кевлар промокал и говорил до свидания. Не сказать, что это критично, но так он и плесенью покрыться мог. Почему я обратил внимание и удивился на то, что пакеты такие мягкие? Потому что это важно. Особенно, когда такой сложной формы. Вручную даже новые вещи такие, когда выдаются, они вручную просто дорабатываются уже каждым. Есть люди, которые... Не есть люди, а большинство. Они уже под себя их адаптируют, либо просто делают определенные манипуляции, которые не всегда приветствуются. Но служит такая вещь гораздо дольше. Ну вот, например, как шея изделия. Этим бронежилетом никто не пользовался, но при этом пару раз на деле сняли, уже шея закаталась. На самом деле, примеряя эти броники, я первое, что обратил внимание, на то, что шею постоянно хочется поправить. Постоянно есть какое-то ощущение, что она не на своем месте. Но теория — это, конечно, хорошо, а если перейти к практике? У кого мне поинтересоваться об опыте эксплуатации, как не у страйкболиста какого-нибудь опытного? Здравствуйте, Алексей. Здравствуй. Ну что ж, у нас здесь гладиатор В. Ну, я погляжу, что
Гладиатор В толком не отличается от гладиатора А. Ну, только в гладиаторе В керамическая плита, а гладиатор А там стальная. Хорошо, а где же плитки? Плиты в другом бронежилете. То есть не используется на страйкбольных играх данный броник? Данный нет, в связи с некоторыми особенностями его использования. В каких-то моментах он неудобен, тяжелый, в нем неудобно передвигаться. Тяжелый. Ну, а что мешает поставить пластиковые плитки? Узнаем в следующей серии. Почему важно не только удобство носки, но и удобство транспортировки? Часто бывает такой сценарий, когда злодея поджидают в автомобиле. И не всегда, и не все время ты едешь экипированный во всю броню, потому что это тупо неудобно. Например, броник, оружие, шлем лежат в ногах, и вот по команде нужно быстренько нарядиться и выскочить. Но, конечно же, чем 1000 раз услышать, лучше один раз увидеть. Мы сейчас находимся в багги. Это для того, чтобы вам было нагляднее. Расположение сидений такое же, дверей нету. Жду команды в таком случае. Экипируем, я не знаю, какую команду подать. Контакт 5 часов, 25 угол градусов, 7 ветер 5 метров в секунду. Какой? Давай. Начали. Контакт 5 часов, 70 метров в секунду. Улетел вертолет уж давно. Ага, поехали. Шлемак снимаем. Ебать! Ебать! Внимание! А че такое-то? Поехали дальше. Самый неподходящий момент. Окей. Ладно. Ну, как бы мы же все равно работаем, правильно? Конечно, конечно. А деваться-то некуда, надо уже выходить. У меня полный комплект, full size. Old style. Старая школа. Я понимаю, что это дело привычки, но... Но не настолько, да? Да, во время замеса ты же опускаешься до уровня своих навыков. Да давай уже! Да сейчас еще даже замеса нет. Это только, знаешь, а это только начало. Я еще без шлема. Это правда. Так еще магазины будут забиты. О, да, тут же еще магазины, клапан хуй поднимешь. Слушай, тогда я так и буду работать без поясного обхвата, раз уж судьба сказала, что не надо его сегодня. Готов? Выход. Потом так. Потом так. Давай так. Потом. Дым желтый. Ага. Мы не воюем, обстрела не было. Тем не менее, приходилось же пользоваться им. Да, конечно. Гладиатор. Модульная тактическая платформа. Сейчас у многих военных ком в горле подступил, потому что военные не любят слово «тактическая». Ну, на то они и военные. Отрицать все новое, все прогрессивное. Вообще разработчиками была предусмотрена модульность гладиаторов. Можно было извлечь боковую защиту оперативно, сделав камербанд легким. Но, честно говоря, зачем это, я не понимаю, потому что броник от этого легким не стал. То есть, да, мы можем снять воротник, напашник, плечи, но в прекрасный легкий плейт для скачек по горам он вдруг не превратится от этого. Я гляжу, что наплечники, боковые плиты, напашник, воротник, все снято. Ну, это даже больше для удобства. Ну, боковые плиты вообще непонятно для чего они, точнее не плиты, а вот как это назвать, как это называется? Тройничок, в котором на самом деле только 2 плиты. Ты обращал внимание? Да. Слушай, возможно, знаешь что, кому-то анатомически удобно здесь 2 плиты носить, а кому-то здесь 2 плиты. То есть вперед и назад, знаешь, смещать. Я не знаю. Вот, металлическая плита. Стальная бронепанель боковая, серийный номер 0615. Кстати, обеспечивает защиту с дистанции 5-10 метров от 7,62 мм пули ПС, стальной тюрьмопрочерный сердечником. Ну, она такая тоненькая, а 7-ку держит. Неплохо. 7,62 на 54 даже. Ну, Форд на самом деле, чем славился всегда, это своими плитками. А также бронированием фалькатуса. Слышал, ты скрывал плиты металлических Фордов? Я скрывал. А моя Форд, ну, как будто это делал, как будто их кузнец наковаривали белый. Да слышишь, кривая, это конструктивно задумано. У айфона же такая же функция, все нормально. Ну тут же понятно для чего. Мы тут даже не надо никаких комментариев. Вообще как родной залетел. Это доставляет определенное неудобство в использовании данного бронежилета, поэтому они и были сняты. Да, даже если с пестика шмальнуть вот по такой плиточке металлической, сразу рубашка разлетится во все стороны, посечет подмышки, возможно заденет артерию, бедро.
Ребят, сразу все сомнения развеять. Бронежилет, он служит исключительно для... После попадания, допустим, любого калибра пистолета. Бывают такие ситуации, когда вы можете в состоянии какого-то стрессовой, да, там ситуации не почувствовать попадание по себе. То есть потом вы это почувствуете. И то удар будет очень серьезный. Если долбанут с калаша или с чего-то такого прям хорошего, то это просто обычный удар. Он создан для того, чтобы просто затормозить и максимально снизить. Как вам объяснить, чтобы не было вот этого, понимаете? Это как машина лоб в лоб бьются. То есть максимально, чтобы куда-то он ушел. Понимаете? Это основная кинетическая сила, чтобы она просто отошла в сторону. Поэтому держу в курсе, ребят. В любом случае вы должны понимать то, что если, допустим, с калаша или еще с чего-то долбанут посильнее, то эта грудная клетка, скорее всего, туда зайдет. Это сломанные ребра, это внутренние очень тяжелые травмы. То есть там в зависимости от попадания, но сам факт. Это я говорю за 1-2 попадания. Если это залетит с какой-то ППХи или еще с чего-то, то тяжелое, долгое восстановление будет. Это гематомы просто бешеные. И, соответственно, непонятно вообще, что с человеком будет, если ему вовремя медицинскую помощь не окажут. Как-то так. Шея. Я просто вчера примерил, у меня вот создалось впечатление, что она все время не на своем месте как-то. Да, не на своем месте, особенно, опять же говорю, из неудобных положений в шлеме стрелять мне неудобно. Поэтому не все одевают, не все носят. Но это это нужная вещь. Это лучше, чтобы было, чем не было, да. И я уже чувствую... Осколки. В основном первая, наверное, функция, все равно, кто бы там что ни говорил, больше это осколки от снарядов, осколки от разлетающихся там кирпичей, там от прочей херни. Когда сила очень большая удара, то может маленькая, вот буквально с ноготь штучка прилететь в шею и воткнуться так, что забудешь, как дышать и вообще как что-то делать. А эта вещь может так на себя принять удар, что вы особо и не почувствуете. То есть ты просто почувствуешь, что, знаешь, как что-то просто щелкнуло, но не более того. Как здесь очень сильно закатался кевлар. Камера все-таки не передаст. Вот так кевлар уже здесь съехал пакет, потерял форму. Вопросы к конструкции, то есть шея к бронику приделывается снаружи, вот так, да, получается. Есть такой промежуток большой, куда в случае чего могут залететь осколки, рикошеты. И получается, что шея свою функцию играет только если что-то непосредственно летит спереди, шарики пневматические. Нет, осколок, если прилетит, но опять же, смотря чего осколок, то есть здесь можно долго рассуждать. То есть это может вскользь прилететь, может в лоб что-то прилететь, то есть не под градусом, а прям ровно. Здесь, ребят, спорить долго, но соглашусь с ребятами, и все-таки больше это такой... Положение лежа сложновато целиться. Если поднять автомат на локтях, еще кое-как можно целиться, но если необходимо прям низко, шея ограничивает движение головы. Жара пиздец, плюс 32 на улице. Когда ложишься, передняя плита прям отвисает и прям тянет вниз. Напашник как тебе? Кстати, к напашнику особой претензий-то нет. Не знаю, насколько он свою функцию выполняет, но он не мешает. Напашник такой вот интересной формы. Почему, объяснить не могу я, потому что у меня нет доподлинно известной информации. Со внутренней стороны у нас вот такие панели. Это не амортизация, это исключительно ты пропотел, потом в стиральную машинку закинул, и можно еще потеть. Обратите внимание, вот плиты от Defender, вот плиты от Гладиатора. То есть форма верхних плиток отличается, здесь площадь защиты чуть больше. А это плитка из 6B45. Гладиатор-то в принципе большая вещь такая, но противопульная защита у него не больше, чем у 6B45, совсем на процент больше. Теперь Гладиатор S. Я бы начал с пояса. Пояс такой странной формы, видимо, было техзадание большая площадь противоосколочной защиты, поэтому он накрывает аж копчик. К нему также были в комплекте лямки, то есть он может висеть вот так вот. Вот еще одна особенность использования данного бронежилета с поясами. Из-за того, что он слишком низкий, он конфликтует с поясом. И то есть все оборудование, которое висит там на бронежилете и на поясе, это все не состыковывается, это все друг другу мешает. Вечно будет особенно дрочиться из об этом. неудобных каких-то положений, когда начинает
получается стрельба из укрытия, стрельба с колена, а тем более лежа, это совсем неудобно. Так может замысел в том, чтобы в подсумке упирался броник, и это была такая советская СТКСС? Возможно, но не особо работает. А приходилось использовать этот пояс чисто как варбелт? Ну, я с ним особо много не работал, потому что сразу было неудобно, но, я так скажу, используют его как варбелт некоторые. А почему лично тебе неудобно? Ну, есть определенные там требования конкретные лично у меня, поэтому я решил там использовать другой пояс. Даже если ты видишь, на этом поясе уже изменения есть какие-то. То есть этого не было, Это кастом, что ли? да, геркрафт. Это подкрепление кобуры, наверное? Да, это специально просил вырезать. Аккуратненько, я думал, это прям предусмотрено. Нет, это вот именно геркрафт делал. Привет Олегу. Пояс-то, по идее, сделан более-менее грамотно, да, там, кому подтяжки нужны. То есть то я вам про что уже очень давно говорю, то что любые такие вещи, каждый вот эти вот мелочи, вот эти штучки в ходе использования, уже каждый потом начинает под себя вот это вот, знаешь, как Гимли в кузнице, знаешь, это потихоньку, где-то что-то подрежет, где-то что-то подошьет, где-то что-то пришьет, ушьет. То есть это вот настолько индивидуальная вещь, насколько вообще в принципе это возможно. То же самое и с оружием, со всем остальным. То есть это прям, ну, максимально такие вещи, я имею в виду, сейчас говорю за людей, которые постоянно с этим работают. Там внутри есть кевлар, система моли. В принципе, он должен работать. Но, во-первых, качество исполнения не самое лучшее. Ну смотри, мне кажется, будь я страйкболистом, именно страйкболистом, который шарики стреляет, я бы, наверное, купил бы эту штуку и собрал бы из нее РПС-ку. У меня была бы такая большая площадь противоосколочной защиты у РПС-ки. Я бы кидал дымы в кого-нибудь, я не знаю. Смотри, мягкий достаточно пояс. Когда вешаешь кобуру, наверное, там внутри все перекосоебывает. Ну да, кобура никогда не находится в одном положении, ее постоянно надо поправлять. Угу. Сейчас цель на самом деле не дискредитировать гладиатор, просто говорим о том, что видим. Да сука. Бля. Не, ну тоже надо как бы иметь в виду, то, что это 15-й год. Возможно, в то время это, не скажу, что было прорывом, но в то же время там для нашей страны это было что-то новое. Тем временем 11-й год, Америка, АВС. Это уже корсет, это уже пояс такой конической формы. Это уже году в 17-18 только российские коммерсы начали копировать. Ну, чтобы не было так грустно, недавно видел фотку австрийского спецназовца. И у них тоже такие поясы, и там видно, что кобура вставлена, но пояс разрезан. Ну, там тоже нет ГОСТа дополнительно, а пояс разрезан и кобура пропущена. Мы такие, ну, слава богу, хоть не у нас одних так. Итак, Гладиатор S. Насколько нам известно, Гладиатор АИВ уже не производится. Вот новая модель Гладиатор S, то есть квинтэссенция тактикульности форта. Поехали. Первое, что бросается в глаза, передний клапан разделен. То есть можно вот так, хлоп, и скинуть в теории броник себя через бок. Камербанд уже не имеет в самом себе кармашки. Я понимаю, да, для чего это сделано? То есть для каких целей вот это вот быстрое расчехление? Я думаю, что, ну, здесь комментарии тоже но имея такие навесные модули с бронеплитами. Напашник вроде как не претерпел никаких изменений. Ух, какая интересная плитка. Я не знаю, передаст ли камера. Вот такие здесь есть провалы, смотрите. Вот, например, гранит. То есть, казалось бы, что эта плитка больше, противопульной защиты. Ребят, ну конечно, но какое-то быстрое оказание медицинской помощи. То есть он остановил удар, то там осколок, будь то что-то прилетело, будь то пулевое. Останавливает удар, и ну, там порой время же идет просто на секунды, чтобы оказать человеку быструю медицинскую помощь. А если идет обстрел, то или еще что-то, то, естественно, у вас будет не так много времени, пока вы человека разденете, оденете и так далее. То есть это все долго. А так вы просто все отстегнули и ножницами специальными медицинскими, думаю, кому и надо, тот поинтересуется. Есть ножницы, которые одежду режут. Они, кстати, и у реаниматологов, по-моему, есть, у обычных. Они одежду разрезают. Но это вы в американских даже фильмах можете такое увидеть. Они режут вообще все подряд. Куртки, штаны, там, пояса, там такие, как... Короче, вы примерно понимаете, о чем я говорю. Кому надо, в интернете посмотрите. И разрезается быстро. То есть отстегнул, быстро одежда разрезается и... Защита. Но по ГОСТу Да-да-да, зачетным попаданием считается попадание на расстоянии 2,5 сантиметра от начала защитного элемента. То есть получается, если в граните считалось бы, допустим, зачетным попаданием здесь, и зона гранита гарантированная была бы вот такая, то тут на форте считать необходимо отсюда и так да, по всему правда. периметру.
Можно было бы предположить, что это из-за формы самих керамических элементов, что здесь они квадратиками, а здесь они там гексагончиками. Но квадратики же успешно обрезают ровно вот таким образом. Вопрос, почему здесь ровно не обрезали? Экономят материал, наверное. Ну, не суть. В Гладиаторе S на плечах здесь появились фастексы для того, чтобы удобнее, очевидно, снимать броник. Мне кажется, там какая-то задумка все равно была, но просто, так скажем, не все ее, может быть, поняли и оценили. Через одну сторону, плюс более удобная регулировка по длине плеч. Но при этом сам фастекс массивнее, что доставляет дискомфорт. Да и в принципе, кстати, при таком большом фастексе увеличивается шанс, что он выйдет из строя. Ну потому что его легче коснуть. Особенно на всеми любимых ОМОНовских подсадочках. Вот так берцем шипованным. Также отличие в том, что у него нету быстросброса. Все остальные элементы по сути такие же, но даже не надевая его на себя, видно, что здесь достаточно много лишней ткани. Я это не люблю в снаряжении. Изделие кажется массивным, летом особенно. Преешь как сволочь. А ведь можно было бы без этого обойтись, потому что никакой защитной функции вот эта часть не несет. Она, конечно, видимо, под фастекс ложится. Здесь вот не знаю. Вот внутри не знаю вообще. Чтобы не на голое тело там, ну не на боевую рубашку фастексом упираться. Но почему бы не удлинить вот эту нижнюю часть с кевларом? С этой вот каруселью не знаком он здесь. Короче, много Предыдущие версии, а вот с этой нет. вопросов. Но для своего времени появления, а это примерно 12-й год, Гладиатор, это был в принципе неплохим решением. Но поскольку закупался именно Гладиатор, выбора особо не было, носили и носят его. Да, в теории сотрудник, конечно, может, и так и делают, и делали, приобрести себе какой-нибудь неплохой бронежилет американский. Он был бы куда комфортнее, хоть и разрабатывался не совсем под нужды российских спецподразделений. Однако он был эргономичнее и с небольшими... На подсадке больше даже... Нет, ну извини меня, Минка, порвать тоже жалко. Порвать тоже тебе заденут берцем, и все, и он просто, ну... Нога соскользнет, и он либо порвется, либо еще что-то. Но не забывай то, что... Как это называется? Это время. Это потраченное время. Он берцем задел, даже если он там не порвал, за это не будем говорить, а он просто взял тебе его, ну, расстегнул или отстегнул, или сделал так, что он у тебя неудобно висит. Ты потом поправляешься, ты потом все это запаковываешь. То есть вот здесь про что имеется в виду автор канала, ну, как бы на это тоже намекает. Видоизменениями можно было его использовать в операциях. Но тут наступал ряд юридических вопросов. Потому что в случае, если боец получает ранение, по факту он был без бронежилета. Потому что вот этот бронежилет через закупки пошел в подразделение, а то, что человек купил через eBay, бронежилетом не является. Надев броник же без сертификата, по сути ты надел разгрузку, даже если в нем там плита 6А класс. Могли возникать вопросы. И возникают. Где-то на это глаза закрывались, где-то нет. Обратите внимание на одну вещь. Видите, да, как стоит сотрудник канала? Где, страйкболите или тактикулите? Ну, страйкбол тактический у нас сегодня. А что это вы нарядились? Но у нас тут обзор бронежилета, тестируем, как он себя ведет в условиях различных. А вы где собрались эти бронежилеты одевать? На каких играх? Приближенных к боевым действиям, так скажем. А что вы это в городе собрались? IPC-шничать? Ну да, реально, надо, наверное, укрытие попробовать что-то сделать. Оранжевый — это гон? Это бумага. One hour later. Фу. Ну как тебе? Ну, в принципе, неплохо, только жарко. Давай сейчас попробуем какие-то упражнения с пистолетом. Но для этого тебе нужна кобура. Окей. Да, забываю постоянно. Я тоже на хват внимания обратил. Ага. Что если так? А, это хват, да, такой? А, я просто не знал. Донкор. А, это хват, просто оружие такое? Не, я просто смотрю, я просто первый раз такой вижу. Возможно, ножопник вниз оттягивает варбелт. Коллега, можете мне помочь подержать хвост? Выглядит, наверное, Есть, да? А, перш, я понял. замечательно. Не, ну вид неплохой у бронежилета, конечно. В отражении себя видишь. Хочется сразу купить на eBay себе Гладиатор. Тысяч, наверное, там за 80-100. А более. Я готов. Я думаю, что Уже поболее ощущается, что броник пытается снять с меня пояс. Он упирается в подсумки и сдавливает его вниз.
О, подбирание, элемент подбирания. Бабуль! Я слишком стар для этого дерьма, как будто бы, но ведь возраст лишь броника. О. А что если сделать тактическую перезарядку? Как все любят. Да ебаный! Пожалуйста. Пожалуйста. Масса новых ощущений. Но так недолго до теплового удара, я вам скажу. Я все понял, сенсей. Пожалуйста, можно я сниму это? Фу, блядь. Всего-то ничего поделал. Такое ощущение, что бронеэлемент уже уехал вниз. Ну что, как тебе отечественная экипировка? Хорошо, Петр. В сети интернет преобладает мнение, не утихают споры. А что же все же решает? Экипировка или навык, или совокупность? Какую роль снаряга имеет в вашей деятельности? Снаряга, конечно, имеет значение, но это не главное. Основное это все-таки, так сказать, личная выучка и тактика действий. Если она отработана, если каждый знает свое место, что он должен делать в конкретно данный момент, и лично он подготовлен как в стрелковом, так и в физическом плане, то, в принципе, снаряга такого особого значения не имеет. Она, конечно, важна, она должна быть удобной, но это не панацея. Короче, с навыками без снаряги можно как-то еще что-то делать. Со снарягой без навыков делать нечего. Тем не менее, в некоторых моментах снаряжение может сыграть роль бутылочного горлышка, которое будет подтормаживать весь процесс реализации спецоперации. Ведь согласитесь, куда лучше, чтобы профессионалы пользовались профессиональным оборудованием, нежели, знаете, бегали там с саперной лопаткой, брезентовыми подсумками, протупеей какой-нибудь кожаной. Поэтому... Я сейчас скажу то, что сугубо знаю, то, что, могу сказать, но я слышал. То, что, услышав сейчас вот слова этого замечательного человека, я скажу одно, то, что было время очень интересно. Я знаю это, наверное, больше по слухам, тоже из уст в уста, можно так сказать. От Лехи тоже, от друга. Вот, что был такой момент, когда спецподразделения ЦСН, их настолько все печально и грустно было с оборудованием, что многие вещи себе ребята покупали сами. То есть я сейчас не говорю за какие-то там дополнения, а за основные вещи. То есть основные вещи, я имею в виду, это то, без чего, работать бы ребята вообще никак не могли. Но потом случилось что-то, и начали лить туда, очень большие деньги. Постепенно, достойнейшие этой профессии, люди, которые всегда у нас, на страже порядка стоят, стали, можно сказать, по последнему, или почти по последнему писку моды, давайте так скажем, модные слова. Это и где-то вроде как, наверное, 5-7 год. И как результат у нас на время, когда, я слышал, что там Леха тоже когда служил, по контракту. Это были одни из лучших подразделений, спецподразделений, одно из лучших, я напоминаю, охраны в мире, я подчеркну, первых лиц. Тот объем работы, который был проделан, здесь хвала и почет уже все-таки не только сотрудникам, а и тем здравым людям, которые пришли в руководство туда. Я знаю, кто просто уже на пенсии, так тоже в интернете смотрел, интересовался сугубо. Сделали, конечно, огромный вклад, даст Бог им долгие года жизни, потому что я думаю, что за счет амуниции, за счет как оружия, так и амуниции, которая сохраняет жизнь сотрудникам, сохранена не одна жизнь. Прогресс не стоит на месте, постоянно ведется разработка новых комплектов различными компаниями. Все это ведется с учетом прошлых ошибок и новых наработок. Появляются новые материалы, появляются новые задачи. Я бы хотел посмотреть про шлемы, если у них есть видос про шлемы, потому что в 16-17 год я интересовался шлемами, была выставка, по-моему, 16 год, да, по-моему, 16 это нет, это 17-18. Короче, нет, не 16, 17-18 год была выставка на ВДНХ, приезжали и демонстрировались шлема.
шлема именно спецподразделений, то есть это разработки и уже сами, то есть производители, вот как типа Игромира, поняли, да, игры, а есть специальные выставки, на которые приезжают производители и заключаются многомиллиардные там контракты, то есть закупаются, и тогда индусы сделали такой очень интересный шлем один, я долго стоял у этого стенда, я смотрел, там шлем, по-моему, 6 класса защиты, они умудрились, короче, его монолитным сделать, то есть он из единого куска, то есть у шлема у него слабые стороны, это виски. На висках это самые такие вот проблемные части, там, где идет спайк. А вот они каким-то образом умудрились сделать монолит, они тогда, по-моему, не выставили, как это выглядит, но шлем был выше всяких похвал. Не знаю, кто его взял к себе на вооружение и вообще взяли ли его, но у этого стенда стояло огромное количество представителей разных силовых структур, ну, такие довольно интересные люди. И очень он серьезно выглядел. Что-то такое, знаете, близкое к нашему шлемаку, но именно в этот же год был очень лютый прорыв со стеклами. Стекла, я их, давайте назову стекла. Здесь обозначения такого будет достаточно. Стекла это, ну, забрало стекла, я не знаю, как вам проще сказать. Тот, который защищает лицевую часть. 2-3слойные, причем они до этого тоже были, но были модели, которые выдерживали, по-моему, даже что-то совсем тяжелое, то есть у них даже малое оружие пробивало 2-й слой, то есть у них пуля застревала между 1-м и 2-м слоем, но с тяжелых они выдерживали даже там, то есть оставалось между 2-м и 3-м слоем. Очень интересная вещь, интересно было посмотреть, я не буду углубляться в подробности, потому что кто надо посмотрит, я думаю, в интернете, но напоминаю всем то, что не были стекла, как бы классно, здорово не было, есть и шлема, которые выдерживают, извините меня, попадания, да, заявлено, что они выдерживают попадание снайперской винтовки, да, там разных калибров, там, мам, не горюй, но не забывайте, что выдержать-то он выдержит. Голова-то она может выдержать, но не забывайте про шейные позвонки, которые всю нашу эту башечку держат, и удар будет такой силы, да, что маловероятно, что человек останется как бы на месте. Так что как-то так. Ладно, извините за лирическое отступление такое. Просто вспомнил. Я бы, кстати, с радостью съездил на подобные выставки и посмотрел, что сейчас есть нового спустя много уже лет. Мир постоянно меняется. Благо в России много коммерческих производителей. Те же Gearcraft, Ars Arma, Anna Tactical. А вот мой друг страйкболист использует группу 99. Она особо не на слуху у широкого круга пользователей, но ей уже 10 лет, и среди спецназовцев в свое время она произвела фурор в сегменте рюкзаков и одежды. С недавних пор они ведут работу над комплектом, который перекроет потребности спецов практически во всех сферах их деятельности. Мне посчастливилось получить этот комплект уже больше года назад. Глянем поподробнее. МРС-ки от группы 99. Корсетные. Чуть-чуть отличаются сборочки. Ну, у меня здесь 6 магазинов. Жгут. Сбоку гранатник. С другого бока утилитарочка. А у вас, товарищ? Ну, у меня Вот сейчас обратите внимание, это очень интересная вещь. тоже корсет. Плюс корсета, то, что между самим корсетом и внешним камербандом тоже можно что-то расположить. Здесь у меня располагается дополнительный магазин, граната, 3 магазина, утилитарный подсумок для всякой мелочевки, который будет необходимо потом. 5-кнопка, фонарик. И также между корсетом и камербандом радиостанция. Сзади подсумок для дымов. В принципе, все. Неплохо было бы и мне так радиостанцию нахлобучить, но я-то добавил еще и кармашки под плиты. Правда, сейчас плит здесь нету, но есть кевларчик. Сюда рацию уже не поставить. Также хочу отметить, то, что у товарища, например, один фастекс для удобства одевания, снимания. Я для удобства транспортировки в своем поставил 2 фастекса. Это так удобнее просто его складывать, перевозить, перемещать. Значит, Обратите внимание, насколько удобнее все это происходит. Оп.
Но знаешь, на этот раз хотя бы ничего не отвалилось. За счет того, что броник сам жесткий. Более понятно движение там его. Ничего не перекашивается, не перекручивается. Более понятно, все само на свои места садится. Плюс не надо снимать шлем, очки, потом это все опять заново одевать. Вот здесь вот и время. За счет корсета в руках бронежилет кажется достаточно таким увесистым и тяжелым. Но когда мы его одеваем на себя, вес распределяется, и ты не ощущаешь всего этого веса на своем позвоночнике и на плечах. Но на плечах чуть-чуть ощущается лично у меня, но это не критично. Я вот его постоянно утягиваю, то есть, ну такой, я не знаю, может быть, плюс для меня лично, то, что если его надо одеть на что-то, если там потеплее пододелся, одел куртку, распускаешь резинку, камербанды растягиваются, ты его одеваешь. И для того, чтобы он плотнее сидел, подтягиваешь ту же самую резинку, в принципе, все удобно. Я думаю, Я, кстати, крайний раз, когда ездил, ну, в магазин, знаете, да, в какой, кто Инстаграм мой смотрит, тот шарит. Я себе урвал очень хороший нательник. Я в свое время мечтал, блядь, на нем. Это термуха очень хорошее, термобелье. Стоила она тогда, ну, для меня денег больших, как для молодого сотрудника. Ну, для Лехи, в смысле. Для меня, конечно, я оговорился. Вот. Но сейчас вот урвал и прям кайфую от него. Мне подарил Леха тоже. стоит обратить внимание на то, что здесь корсет сам по себе тоже бронированный. Там стоит мягкая броня СВМП по классу защиты С2. У меня еще установлена защита брюшной полости, защита паха. На ней, собственно, и стоит подсумочек под ИПП. У меня сборочка целиком готова к переделке в штурмовой бронежилет, чем я сейчас и займусь. А вы, Евгений, тогда примерьте свой бронежилет, наверное. Очень эргономично сделано плечи, то есть я могу двигать практически без стеснений. И я даже могу спокойно регулировать шлем, утяжку. Либо снимать там что-то, либо противогаз надевать. Считаю, что это большой плюс. Кстати, противогаз очень актуален. У всех, конечно, ну, разные задачи. Часто бывает где-то и на учениях, еще на чем-то. Окей, может, расскажешь что-нибудь про сборочку? Почему так собрано? Если честно, даже не знаю, что объяснять. Просто есть определенные какие-то требования, которые должны быть на таком средстве бронезащиты. Соответственно, автоматные магазины, должна быть граната. Кролик у меня простой. Есть простой, да. Должен быть фонарик, средства Не облегченный, обычный. связи, ну и всякие мелочи, которые тебе могут пригодиться от какого-то столкновения. Ну а почему в первом эшелоне не, допустим, там 6-8 магазинов? В принципе, во всем моем снаряжении и так достаточно, так сказать, боезапаса. Бывают такие моменты, когда вроде как уже все закончилось, все снимают свою экипировку, остаются только в поясе. И тут что-то начинается. И вот в этот момент как раз то, что у тебя на бронежилете, не имеет такого большого значения, потому что этого нет на тебе. Глянем на пояс тогда, коль уже о нем пошла речь. Это арсармовский, да? Арсарма, да, А19. Как настоящий страйкболист и страйкбольный пистолет. Что у нас на поясе? Кобура для пистолета, аптека, сбросник. Дополнительно, потому что этого нет. Ладно, не надо. Кобура для пистолета, аптека, сбросник, дополнительная граната, ну и дополнительный боекомплект. Также неотъемлемая часть — это мультитул с дополнительными отвертками, битами и шестигранниками. У этого комплекта много плюсов. Надеть его можно в одиночку без помощи посторонних. Даже полный штурмовой комплект. Никаких проблем. Он не стесняет движения и грамотно распределяет вес. Возможно оперативно регулировать положение брони на себе. Да и вообще тут куча мелких эргономических фишек, которые раскрываются со временем. Если тема броников вам зашла, этот образец точно заслуживает отдельного ролика. Вот такой видос. Это не все броники, которые вошли сюда. Есть еще несколько. Поэтому на нашем втором канале можете посмотреть на то, что не вошло сюда. Заинтересовала группа 99? Меня тоже. Про нее не так много людей знают, только, знаете, в узких кругах она широко известна. Про группу 99 мы начали снимать ролик еще летом, параллельно с роликом про броники. Почти все готово, и, скорее всего, следующее, что вы увидите на этом канале, разумеется, еще через полгода, это группа 99 и то, как рождалась МРС. Главное, не уходить в запой. Поехали.
Парни, спасибо за контент. Это очень интересно было. Я даже большую часть ролика молчал. Очень интересно было послушать, какие-то вещи для себя вспомнить. Спасибо, удачи и, как всегда, вам лайк, подписка.